Древние богини, гениальные матери планеты. Третья серия. Из большого количества древнеаравийских богов и богинь, происхождение которых относится к первобытной древности, у которых еще во времена Мухаммеда пользовались немалым почетом, до нас дошли имена трех дочерей Аллаха. А звали их Манат, Аль-Лат и Аль-Уза. Манат или Мануту в переводе на русский язык судьба, рок, смертный рок. В древнеарабской мифологии была богиней судьбы и возмездия, богиней подземного царства и покровительницей погребений. У арабов сирийской пустыни Манат считалась дочерью Аллаха и Аллат, а у племен Центральной Аравии почиталась как старшая дочь Аллаха, сестра Аллат и Аль-Узы. Манат, видимо, была покровительницей и владычицей Ясриба, Медины. Ее святилище в этом городе являлось центром племенных собраний. Статуэтки Манат служили домашними божками. Однако почитание ее не ограничивалось только областью Медины. Имя богини Манат встречается также на батейских надписях. Аллат – женская форма имени Аллах или Элах – Бог, упоминается еще Геродотом под именем Аллилат. В пантеонах арабов сирийской пустыни она почиталась женской параллелью Аллаха, его супругой и матерью богов, а в Центральной Аравии считалась дочерью Аллаха, сестрой Манат и Алюзы. Некоторые этнические группы почитали Аллат как богиню Солнца, но чаще она выступает как богиня планеты Венера и отождествлялась с греческой Афродитой. Геродот называет ее и Диониса единственными богами, почитавшимися арабами. Очевидно, Аллат была также владыкой туч и молний и связывалась с войной. Известно ее изображение как богини-воительницы в шлеме и копьем в правой руке, а иногда восседающей на троне среди львов. В качестве матери богов Аллат высоко чтилась в Таифе, в соседнем с Меккой городе. Там было ее святилище, в котором находился белый гранитный камень с украшениями, символизирующими богиню. Для прибывающих сюда паломников готовилась каша из ячменной муки. После победы ислама это святилище было разрушено по приказу Мухаммеда. Но даже уничтожив Таифское святилище, Мухаммед запретил охотиться и рубить деревья на этой территории. Аль-Уза, всемогущая, подобно Венере, дала свое имя утренней звезде. Она была известна уже в первом тысячелетии до нашей эры, в частности на Синае, в государствах Набатее, Лихиан под именем Хан-Узай. В Южной Аравии она почиталась как женская ипостась бога Астара. В V-VI веках Аль-Уза заняла положение одной из верховных божеств Аравии. У курайшитов Мекки она входила в триаду богинь, почитавшихся как дочери Аллаха, и считалась младшей из них. Главное святилище находилось в местности Ан-Нахла, на востоке от Мекки, по дороге в Ирак. Оно было известно своим оракулом, имевшим влияние, сравнимое с влиянием мекканской Каабы. Аль-Узе был посвящен их ежегодный праздник, впоследствии включенный в мусульманское паломничество. Она была самым почитаемым идолом у курайшитов, писал арабский историк Хишам аль-Калби в IX веке. Они приходили к ней, приносили ей дары и старались снискать ее расположение жертвоприношением. Сообщают нам, что посланник Аллаха Мухаммед упомянул ее однажды. Он сказал: «Я принес в дар Аль-Узе рыжую козу, когда следовал вере моих сородичей». У Аль-Узы был жертвенник, называемый Аль-Габгаб. Курайшиты говорили: «Первая наша клятва домом Аллаха Каабой, а если не им, то священными камнями Аль-Габгаб». Хишам Аль-Галби сообщает также, что жрицей или даже олицетворением Аль-Узы была чернокожая женщина-эфиопка. По преданию, Мухаммад уже стал пророком и наступал на Мекку. Курайшиты попытались заключить с ним сделку. Они признали его верховную власть над Меккой, а он признает почитаемых ими богинь, если не дочерьми Аллаха, то, по крайней мере, могучими небесными существами. В арабских хрониках рассказывается, что Мухаммед вначале уступил курайшитам и признал за богинями почетное место ходатайствовать перед Аллахом. «Клянусь Аллат, Аль-Узы и Манат третий, иной, поистине они высшие журавли, на их заступничество уповаю».
Такие стихи были внесены в Коран. Скоро, однако, пророк пожалел о своей уступке ввиду проповедуемой им строгого единобожия. Он удалил из Корана стихи, посвященные дочерям Аллаха, а своим последователям объявил, что слова эти были внушены ему не Аллахом, а сатаной. Впрочем, упоминание об этих богинях сохранилось в сурах. Видели ли вы Аль-Лат и Аль-Узу, и Манат, третью иную? Идеолог арабского единства, сирийский мыслитель XIX века Саты Аль-Хаусри писал: «Суждения могут со временем меняться, и не принуждайте детей ваших, потому что они созданы для иных времен, нежели ваши». Продолжение следует.